Всем здорово, народ! Мы с вами возвращаемся в активную фазу выдачи контента, и вот на такой вот череде стримов, которые прямо сейчас происходят. Кстати, подписывайтесь на Twitch, на телегу, там все анонсы. Мне подогнали, по сути, тему для текущего видеоролика. Вчера я дефал тебя, стример тебя оскорблял и говорил, что все фростдк неиграбельные и никчемные, сказал, что ты тащишь на фросте, он не поверил. Ну ладно, пусть будет так. И я бы здесь не хотел ограничиваться конкретным размусоливанием ДКшника, анхолика, фроста в сравнении и так далее. Будем смотреть шире, в принципе, на данную тематику и в разговорном формате обсудим. Можно ли играть на таких класс-спеках, как тот же, допустим, фростдк, энг-шаман, я не знаю, фури-воин, демон-варлок, в общем, все такие прикольные, флексовые, интересные пацанчики. Здесь, конечно же, без каких-то супер глубочайших инсайтов у нас будет, без конкретного и подробного разбора билдов, просто под аренки, под футажики, так сказать, победить немножко. Так что всем приятного просмотра, погнали смотреть видоус. А перед началом просмотра порекомендую вам подписаться на мой Бусти, там выходят ролики раньше, чем на Ютубе, есть дополнительный контент в виде гайдов на различные классы и спеки, гайд по настройкам аддонов и интерфейса, также со всеми профилями, чтобы вы могли просто скопировать, вставить, и все стало как у меня. Различные разборы аренок, а также есть личный чат, в котором вы можете мне написать. Так что переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. И все-таки начнем с того, что я еще раз проговорю данный тезис. фростдк действительно играбельный на арене. Да, он уступает анхолику в вариативности, и потенциально раскрыть анхолика можно гораздо эффективнее, но это абсолютно не значит, что фрост это аутсайдер. Если вы бегаете в данном спеке, все, вы ни одну арену не выиграете. Естественно, можно и с ним жесткий гэмбл устроить. Вот вам для примера быстренький футажик, где у меня полуголый персонаж 214 итем левела, я не знаю, с 6 категории на том же Сирусе выдает вот такую вот суету. Так, и даже Гаргу под контроль, да ну насмерть. Ну как под контроль? Нам надо вот так вот уже делать, потому что времени в обрез. А времени... Ой-ой-ой, какие критушечки! Йоу! Гаддэми, какие критушечки! Гаддэми, ты посмотри! Добивай! Ху-ху! Найса! Найса, ашала! Ты видел? Я просто 3 или 4 подряд ледяных удара фулл критами выдал. Ашала! Гаддэми! Гаддэми! Че ему не понравилось на варлоке? Вот че ему не понравилось, расскажите мне. Ты посмотри на этот урон. Ты посмотри на этот урон в 214-м гире. Если же мы говорим про близлайковский 335, например, на Вармейне я тоже бегаю на фростдкшнике. У меня он там 250-го, что ли, итем левела. Хотя пацанчики в лобби, когда регаешь совоку, попадаются 270 плюс, 275, в общем, всякие войны с шадоумортами и так далее. У меня просто 2 зубочистки самые базовые, самые начальные. И, в принципе, гир для моего ДКшника, ну, сомнительный. Очень на средненьком таком уровне по меткам, по параметрам сервера находится. И все равно, по итогам условных нескольких арен, если они не заканчиваются за 30 секунд, можно видеть огромнейшие цифры депоса, которые с персонажа вылетают. И я повторюсь, он по шмоту вообще не разогнанный, там есть пространство для апгрейдов, огромное на самом деле. Да и вообще, как по мне, осуждать чувачков, которые играют за непопулярные классы, даже если они самые слабые в принципе по мете, условно, вот Фури Война вы встретили в Солоке, и осуждать этого игрока максимально неправильно. Это абсолютно то же самое, что и осуждать чувачка, который регает Солоку в минимальном шмоте, доступном для этой самой реги. Такие люди почему-то не понимают, что всем вокруг плевать на их ожидания, и это их проблемы, что им что-то не нравится и не устраивает в такой ситуации. Если ты получил себе тиммейта Фури Война, или ты получил Армс Воина, который там, я не знаю, 200-го итем левела, когда средний у всех 250-й, вопросы должны быть не к игроку, а к разработчику, который такую структуру и возможность для игроков выдал. Да, с Фуривойном вы, скорее всего, проиграете. И да, если у вас тоже лоугирнутый чувачок в команде, вы также, скорее всего, катку сольете. Но вы сами, регая Солоку, подписали, по сути, контракт на возможность такой ситуации. Если хотите киберспорта, если хотите минимизировать рандом, у вас есть премейдовый режим 2х2, у вас есть премейдовый режим 3х3. Мне, кстати, во время трансляции написали и подсказали, что есть такая механика, конкретно на Сирусе, не знаю, как на других проектах, что вы можете регать Солоку премейдом. Просто собираете пачку из 3, регаете режим соло-кью, и вам, по идее, должно тоже найти пачку из 3 противников премейдовых. Лично сам не проверял, не знаю, как здесь это работает. Короче, я вообще не понимаю, откуда берется хейт в сторону игроков, которые любят порегать Солоку в чем-нибудь фановом. Я не знаю, за Аркан Мага, за Демон Варлока, за Суров Охотника и так далее. То же самое, что летом выйти на улицу, увидеть чувачка в шортах и разозлиться на него. Какого-то хрена он на улицу в шортах вышел. Ну, захотел.
Прикинь, такое вот бывает. Другая сторона вопроса, конечно же, заключается в том, что вот эти самые неметовые, непопулярные класс-спеки все-таки тоже имеют градацию силы и слабости, скажем так. Если мы говорим про какой-нибудь супер нишевый вариант по типу Фури Воина, да, здесь действительно все печально и сомнительно, и вот за него лучше бы не регать. Но если вам все-таки встречается тот же самый Фрост ДК, или Энг Шаман, или даже Демон Варлок, ну, здесь все еще играбельно, и шанс на победу действительно есть. Да даже с Фуриком можно выиграть, ну, если повезет, и противнички встанут в АФК, например. Здесь, конечно, все упирается вот в эту самую пресловутую мету классов и, в принципе, возможный функционал, который ваш классоспек может выдать. Разберем Фрост ДКшника так буквально кратенько, какие плюсы и минусы. Вы все еще остаетесь ДКшником, у которого есть невероятно сильные дефательные обилки, которые как бы можно тоже использовать и для атаки, ну вот условно, антимагический панцирь, незыблемость льда. Все, 2 кнопки эти нажали, вас невозможно законтролить. В принципе, если вас феряют, вы нажимаете перерождение, вас нельзя подстанить, вас нельзя зарутать, и в это время у вас есть несколько секунд, чтобы выдать максимальный дамаг, максимальный урон и прожать свои бурсты, забить какого-нибудь вражеского, я не знаю, ДЦ-пристав вместе с вашим вторым тиммейтом-дамагером. Так при этом у вас еще есть массовый стан в виде ненасытной стужи, который работает моментально и кдэшится всего 1 минуту, парализуя по факту противников на 10 секунд. Короче, есть с чем играть, есть действительно мощные кнопки, есть функционал, это прикольно. А вот, допустим, с Демон Варлоком дела, конечно, обстоят чуть похуже, но он все еще остается играбельным. Вы также чернокнижник, у вас есть мощный контроль в виде феров, вы можете стать демоном, и вас невозможно будет пробить, так вы еще чаржить сможете. Короче, фишки и свои особенности тоже присутствуют, но все-таки минусы переваливают за плюсы, и после того, как у вас закончилась мета, вы, скорее всего, никого не пробьете и не дожмете дальше, вас уже гораздо проще убить, и дальнейший геймплей уже на самом-то деле выглядит сомнительно. Плюсом, как мне написали, здесь опять же я лично не проверял, могу ошибиться, у Демон Варлока механика талантов завязана на отыгровку на лоу хп, и если в PvE контенте это нормально, вы сами себя пробили и просто стоите дамажите, то в PvP-шке, понятное дело, на лоу хп играть и как бы от этого именно свой геймплей строить достаточно сомнительное занятие. И вот таким вот образом, естественно, можно разделить даже самые нишевые класс-спеки на 2 категории. Более-менее играбельная или, ну, прям вообще не стоит, только если не слишком уж сильно покайфовать хочется. Фрост ДК нормально, Энг Шаман нормально, а вот Фури Воин и Сурв Охотник, вот это уже только для избранных, только для ценителей. Главный вопрос здесь заключается в том, а чего вы вообще, соответственно, хотите, какая у вас конечная цель. Естественно, если у вас максимальное, я не знаю, желание взять топы ладдера, попасть в таблицу на 10-ю строчку, хотя бы, может, на 5-ю, вам выгоднее играть за мету, за Unholy ДК, за Армс Воина и так далее. Но если вы хотите просто кайфануть от игры, если вы хотите пощупать то, что не щупали до этого, немножечко разнообразить, здесь, конечно же, на сцену выходят все непопулярные варианты. Плюсом вы еще можете поставить себе целью взять топ-1 рейтинга за конкретно ваш класс-аспект. То есть быть сильнейшим сурф-охотником, охотником в выживании на сервере, например, занять топ-1 позицию в рамках конкретного спека. На актуале вообще как раз-таки именно данным образом выстроена система рейтинга для режима Solo Queue. Максимально фановый режим, как показывает статистика, самый популярный среди игроков, поскольку нету, во-первых, необходимости премейдовую пачку собирать, вы можете просто нажать кнопочку «Регнуть в бой», и да, иногда, конечно, подождать 40 минут на хай-рейте, но тем не менее вам не нужно больше ничего, в принципе, делать. Во-вторых, данный режим, естественно, не рассматривается как какой-то профессиональный, как какой-то душный, киберспортивный. Все его в основном регают действительно по фану, либо чтобы новый класс-аспект для себя почувствовать, либо поиграть за что-то такое, опять же, непопулярное. И когда не хочется за вот это что-то непопулярное играть, премейдовый режим 3x3. Да и вообще, по итогу, вот Solo Queue рейтинг на актуале в рамках конкретных спеков и работает. То есть вы играете за условного Blood ДК танка, регаете Solo Queue и соревнуетесь по рейтингу с такими же ДКшниками танками. И в ладдере отображаетесь именно списком в рамках своей специализации. Но существует ли хотя бы малейшая вероятность того, что самые слабые, самые неметовые класс-аспеки будут полезны в рамках арены, в конкретных матчах, которые вот они будут играть? Конечно же да, ведь проблему недостатка условных возможностей спека можно компенсировать наличием невероятно мощного гира, а возможно и количеством дополнительных статов. Понимаете, к чему я? Понимаете. Если мы говорим про Blizz-like сервера по типу Циркуля или Вармейна, то там, скорее всего,
всего, конечно, у вас не получится играть за сурвохотника, да и в принципе я такого ни разу не видел. Но вот если мы говорим про кастом, а особенно про Сирус, да, всеми любимый, то вот здесь уже разгуляться, конечно же, получится. Как минимум, вот на стриме мы играли с вами, гэмблили жестко Солоку, да, и нам попался сурвохотник, да, 240 плюс гира, мощный типол, с мощной категорией, с мощными шмотками, и даже в специализации сурханта, играя за непопулярный вообще PvP-шный спек, чувачок имеет 22 победы, по-моему, на несколько всего поражений, не помню точное количество, но, короче, винрейтинг уважаемый. И вы скажете, ну сейчас он апнет там 2000, 2500 он апнет и все, и начнет сливать каточки. Да, это неизбежно, но какая разница, если чувачок свою дозу кайфа уже получил? Ему вообще, в принципе, пофиг, что вы там о нем думаете, он выбрал быть счастливым. И вы тоже можете выбрать как раз-таки счастье, если вас вставляет играть за непопулярные классы спеки. Здесь, видите, опять же, во многом это зависит от среды, в которой вы регаете за этот самый непопулярный класс спека. Короче, на актуале, допустим, можно регать вообще за кого угодно, вы соревнуетесь, потому что только в рамках своей специализации. На близлайк серверах, скорее всего, не получится кайфануть, потому что у вас просто, ну, мало шансов действительно будет против меты, играя за каких-нибудь слабых прям пацанчиков. А если мы говорим про какие-то кастомные сервера, где либо статов можно себе миллион накрутить, либо, допустим, классы, в принципе, переделаны, то здесь уже тоже, соответственно, есть пространство для того, чтобы разгуляться. Какие же итоги хочется подвести под конец данного видеоролика? Если одной фразой, соответственно, все это выражать, я бы сказал так. Просто будьте проще. Как и с точки зрения личных желаний, ну то есть если вам хочется поиграть за Аркан Мага, ну поиграйте вы за него, какая вам разница, мета это не мета, цифры рейтинга не так важны, как личное самоудовлетворение, если вы понимаете, о чем я. Так и с точки зрения пострадавшей стороны, если уж вам попадается Аркан Маг в команду, ну не надо на него агриться. Опять же, мир вокруг вас не крутится, если разработчик предоставил возможность, почему бы игроку ей не воспользоваться, ну и так далее, касаемо того, что мы сегодня уже с вами обсудили. Знаете, вокруг и так слишком много говна, чтобы еще лично его как бы подливать в котел, распространять во вселенную. Так что да, не расстраивайтесь, если получили в команду тиммейта Фрост ДКшника, а уж тем более оскорблять людей за то, что они играют на каких-то там классах и спеках, которые вам не нравятся. Ну это вообще уже бредик, народ, давайте таким заниматься не будем. Все, всем удачи, всем, народ, прогрессии в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока!